Всем привет! Давайте теперь добавим endpoint для входа. Туда юзер будет передавать свой ник и пароль, а мы на бэкэнде будем проверять, есть ли у нас юзер с таким никнеймом и паролем. Хорошо. Создадим папочку в роутере в бэкэнде с названием sign in. И добавим сначала файл с инпутом. input.ts. Input будет следующим. В сущности, ожидаемо, что это ник и пароль. Строка минимум с одним символом. И назовем его согласно нашим договоренностям. Хорошо, input создали. И теперь давайте создадим сам endpoint. Endpoint будет следующим. index.ts. Такой вот код. Вот смотрите, что у нас. Это процедура с указанным инпутом. Она является мутацией. И что мы здесь делаем? Мы ищем пользователя по следующим параметрам. То есть вот здесь where, prisma user, find first. То есть найти первого попавшегося, который соответствует следующему условию. Что у него никнейм такой, как он указал, а пароль у него берется от него хэш. Вот посмотрим на endpoint сайнапа. Здесь мы хэш брали вот таким образом, и нам точно таким же образом нужно взять его в сайнапе, в сайнине. Вот, то есть должно быть вот так. Но это достаточно длинная строка, и я предлагаю ее обернуть в функцию, и там, и тут использовать эту функцию. Назовем ее getPasswordHash. Я предлагаю создать папочку в бэкэнде под названием utils. Какое у меня вообще разделение? Тут много споров может быть, как это делать. Я в lib храню что-то комплексное и сложное, да, вот у нас там контекст, TRPC, это какие-то серьезные проектообразующие вещи. А вот utils какие-то маленькие простенькие фуночки. Вот, но это можно в течение жизни проекта менять, перераспределять и так далее. Это не очень важно. Главное следить, чтобы вам было удобно. Ладно, создадим эту функцию getPasswordHash.ts, и у нее будет следующее содержимое. Вот, то есть ничего нового, все то же самое. Она принимает в себя пароль и возвращает его хэш. Так, в сайнине мы это уже используем. Так, только путь какой-то другой. libutils. Почему? То есть мы в роутере. Мне нужно вот так. Так, ладно, можно просто ее автоимпортировать. getPasswordHash. getPasswordHash. Вроде то же самое место. Ну ладно. Хорошо. И ее давайте использовать в сайнапе. Так. getPasswordHash от input паспорта. Угу. Хорошо. Так, смотрим сюда. И мы ищем такого пользователя. Если мы такого пользователя не нашли, мы ему так и говорим, что у вас неверный логин или пароль. Вот. А если логин верный, то мы просто возвращаем true. Пока что мы из всех мутаций возвращаем true, потому что мы пока что ничего с их ответом не делаем. Позже мы это исправим. Но пока нам нужно просто убедиться, что наш endpoint работает, и мы можем через него определять, пользователь указал верные данные для входа или нет. Так, не забываем, что нужно добавить в индекс файл эту нашу процедуру sign-in. И теперь давайте проверим ее работу через наш TRPC Playground. Так, обновляем страничку. И видим, что мы сломали наш бэкэнд. Идем смотреть, что тут не так. Прежде всего, лучше просто его перезапустить. Если он поднимается, то он работает. Ну, такое бывает. Хорошо, перезапустили. Так, смотрим Query Builder. У нас здесь образовался наш sign-in. Ну, давайте начнем все равно с sign-up и объявим пользователя. Пускай он будет там ку-ку-ку, пароль 1234. Мы его через sign-up регистрируем. Ку-ку-ку 1234. True. Хорошо. Это удаляем. И теперь пробуем endpoint авторизации.
sign in, insert, ник и пароль. Так, мы его назвали ку-ку-ку, пароль 1, 2, 3, 4. Давайте сначала... Ладно, 1, 2, 3, 4. Но он вот нам точно так же вернул true. Давайте введем неверный пароль. У нас ошибка. Неверный ник или пароль. Давайте введем еще раз верный пароль. Возвращает true. Давайте введем неверный логин. Опять же, несоответствие. Все, то есть наш endpoint с sign-in работает, и мы можем двигаться дальше. Всем спасибо.